Прости мне тот мир, который... Медведь на самокате просто едет. Межличностные отношения. Просто какой цирк в прямом смысле. Вы бы это видели, просто ребенок вот так вот стоит в окне. Точки зрения. Всем привет! С вами подкаст «Точки зрения». Сегодня у нас немножко другой формат. Как вы видите, мы не сидим напротив друг друга. Мы будем отвечать на вопросы с нашими разными точками зрения на определенную тему. Надеюсь, вам это понравится. Дайте нам знать в комментариях, зашло или нет, как лучше, как хуже. Поехали! Это важно, потому что ты учишься от других людей в основном. Как ты будешь от них учиться, если ты с ними не разговариваешь? Это, в принципе, даже касается формата лекции, формата диалога, формата монолога. Ты от них учишься, все напрямую. Все логично. Потому что мы социальные. Без общения никак, я думаю, это нужно быть совсем прям каким-то отшельником, жить в лесу, чтобы ни с кем не общаться. Там уже с деревьями начнешь общаться. Все равно с кем-то да будешь общаться. Мне кажется, без этого никак. Это очень ключевая роль в нашей жизни, ключевой фактор. Это просто то, что мы делаем каждый день везде. Без этого просто не существует жизнь. Это необходимость жизненная. Напрямую. Вот так я скажу. Абсолютно напрямую. И на самом деле это плохо. Я бы сказала, это прям очень плохой аспект. Потому что, как я уже сказала, слова имеют очень большую ценность, даже большую ценность и большую силу, чем что-то физическое или материально образующее. И это тебя напрямую либо ранит, либо наоборот как-то помогает тебе. Поэтому стрейт. Прямо линейно, опять же, от настроения нашего собеседника зависит настроение беседы, зависит наше настроение. И иногда это может не играть на руку, потому что поддаваться чужим эмоциям тоже не самое лучшее. Если человек в какой-то злобе, у него что-то случилось, он просто на вас это все выливает, и потом у тебя весь день просто коту под хвост. Он испорчен просто потому, что человек был не в настроении. И люди очень отходчивые по-разному. Он отойдет через 5 минут, а ты будешь всю неделю об этом думать и ходить такой весь раскиснутый. Поэтому это напрямую зависит, но важно, я думаю, уметь себя контролировать и не поддаваться плохим волнам, плохим ощущениям. Это вопрос, на который я не знаю ответа, потому что по мне общение приходит с рождения. Когда человек растет, он учится разговаривать, учится коммуницировать. Как можно улучшить эти навыки? Я не знаю. Почему я вспоминаю Sims, там, где Симы разговаривают с зеркалом, они разговаривают сами с собой. Не знаю, дельно ли это совет разговаривать с зеркалом, но, наверное, объединяться в какие-то группы и устраивать вечера, обсуждать все, что было и не было, за чашечкой чая. Но это очень такой вопрос, который... Чая. Очень такой вопрос, на который... У меня нет однозначного ответа. Я не знаю, что посоветую, чтобы улучшить навыки общения. Пробовать общаться в разных ситуациях с разными людьми, с разными типами людей. И, наверное, больше себя ставить в какую-то некомфортную позицию, где тебе нужно пытаться выбраться из этого, либо брать, допустим, инициативу на себя и как-то распутывать, разворачивать дальше диалог. Это очень помогает, в принципе, на будущее чувствовать себя более уверенным в разговоре, в диалоге. Поэтому я думаю, чем больше неудобных ситуаций ты проходишь, чем больше раз ты тупишь во время разговора, тем, наверное, лучше для тебя в будущем сможешь свертеться, как хочешь. Чувство одиночества. Иногда его можно и не избегать. Иногда это очень полезно побыть одному в своих мыслях, в своем углу, на своем диване, в своей комнате. И иногда стоит
случиться этому, чтобы проанализировать все, что у тебя в голове, но если вопрос стоит именно как избегать чувства одиночества, если это реально необходимо, опять же таки, собираться за чашечку чая со своими homies и как-то себя туда толкать в эти атмосферы общения. Но... Я не знаю. Я не нашла на это ответ. Я еще, наверное, скажу со своей прям супер-супер, своей прям персонал точки. Я, допустим, не люблю очень много разговаривать с людьми часто. Допустим, когда ты общаешься там, с людьми или, допустим, с определенным человеком просто каждый день, потому что, ну, мы все понимаем, что это человеческий фактор. Ты не можешь вывозить такие долгие нахождения друг с другом долго. Мы все это понимаем, мы все устаем, мы все хотим посидеть, потупить, в стену посмотреть. И очень часто бывает, что ты там постоянно на звонке, постоянно там как-то общаешься, и человек просто хочет отдохнуть, посидеть один, потупить в стену, и ты такой: боже, меня больше не любят! Меня бросили! Я не могу, я теперь чувствую себя одиноко. Поэтому я не знаю, я не нашла на это никакой ответ и никакой лекарства от этого. Поэтому, если у вас так же, я абсолютно с вами. Я у вас в рядах. Мой комфорт во время общения с человеком, наверное, заканчивается на... Я вот прям даже знаю отметку, наверное, на 4-5 часу разговора. Неважно, какой бы хороший этот человек не был, и как бы я там не любила с этим человеком общаться, почему-то на 4-5 час ты как-то теряешь уже вкус. Не то, что даже вкус, ты теряешь... Да новости заканчиваются. Просто проще простого. Заканчиваются новости, заканчиваются силы как-то дискутировать, поэтому, наверное, на 4-5 час. Но, если честно, комфорт, он не заканчивается, тебе всегда комфортно. Особенно, как бы, говорю, если общение приятное, да даже если, допустим, это новый человек, это, наоборот, еще интереснее, с каждым днем ты узнаешь что-то новое, ты как-то вот постепенно прибавляешь, а если это человек, которого ты уже знал, ты всегда в комфорте. Это просто про, наверное, какую-то физическую усталость, когда ты уже физически устаешь говорить, ты такой: полежу, потуплю, просто в компании полежу на диване. Наверное, я не люблю, если вот прям буквально, я не люблю, когда незнакомый человек начинает меня трогать где-то. I don't mind, если ты меня обнимешь при встрече, при прощании, это окей, но когда просто они начинают к тебе лезть, не надо меня трогать. Не то, чтобы я какой-то там социофоб, но эта зона такая комфорта, я ничего не скажу, я так скажу: ну ладно, хорошо. Но у меня останутся какие-то, наверное, не очень впечатления после нашей встречи, если мы еще недостаточно знакомы для того, чтобы ко мне прикасаться. Вот. И так, на самом деле, тоже неоднозначный ответ, но если это в переписке, я просто даю понять человеку, если мне интересно с ним общаться. Как бы это видно. Тут не то, чтобы я буду сидеть и терпеть, разговаривать с кем-то. Просто... Когда он сильно навязчивый, когда уже сильно долго говорит ни о чем и обо всем, ну, это annoying, это очень скучно, это раздражает, и у меня могут тоже свои дела, я не обязана быть с тобой постоянно на телефоне. Определенно СМС. Я не могу разговаривать именно на звонках. Я сейчас не говорю про каких-то дальних родственников, в которых это единственный вариант, но точно СМС, переписки, мне это удобнее. Я отвечу, когда у меня есть время. Я подумаю, что сказать, потому что когда звонки, я часто чем-то занимаюсь, я смотрю какой-нибудь видосик на ютубе, и мне звонят, и я просто, я занимаюсь другим делом, я занята, можно мне не звонить. Мне иногда неудобно, и разговаривать, что-то мусолить, я имею в виду, если это часто, если ты человека не видел, с ним не разговаривал долгое время, это понятно, но вот так на каждодневной базе, конечно же, смс-ки. Мне это более удобно, комфортно. Вообще кайф. Звонки. 100%. Ненавижу смс. Я очень медленно печатаю, мне очень тяжело печатать. Я так...
Я не вру, я иногда печатаю прям как бабушка вот так. Это очень плохо, поэтому звонки всегда. Я бы сказала живое общение. Да. Онлайн тоже хорошо, но живое общение это прям вот все memories, все оттуда, все хорошо. Я за живое общение, опять же, не имею в виду, когда это бабушка, которая далеко, с которой ты только можешь поговорить по телефону, но если так, то живое общение для меня это неотъемлемая часть. Я очень люблю получать эмоции, воспоминания, именно встречаться с людьми вживую, ты сразу все понимаешь без лишних слов. Потому что в переписке, в онлайне ты очень можешь не понять интонацию, намерение, вообще что за человек и так далее. А когда ты встречаешься вживую, то просто мое или не мое. И все. Тут, наверное, я больше выберу юмор, потому что мы все такие янг, молодые, непринужденные, шутки, это все очень такая легкость. Но я не против тоже посидеть, поразговаривать на серьезные темы. Иногда этого не хватает, и я очень это люблю. Когда есть что обсудить, это очень круто. Можно встретиться и поболтать. На самом деле не скажу, наверное, скажу и то, и то. Я очень люблю о чем-то дискутировать, особенно о чем-то прям супер замудренном, сидеть там, косточки обгладывать, сидеть там как деловая колбаса там, сидеть и дискутировать. Но в то же время, а как не угорать, это вообще прекрасно. Нет, поэтому я скажу и то, и то. Определенно обсудить, потому что это здоровая позиция в современном обществе, это прекрасное решение любой проблемы. Конечно, это не всегда случается, но я стараюсь не молчать, наоборот, я стараюсь все-таки обсуждать, потому что уже был не один опыт, когда ты молчишь, это все потом не очень хорошо получается в итоге, поэтому я все-таки для себя решаю больше разговаривать. Я считаю, что это правильно. Что бы ни случилось, все можно решить, обсудить и договориться, и найти компромиссы в любой ситуации. Знаешь, выхода нет только из крышки гроба. Вот все такое, поэтому разговаривать. Ну, по-хорошему обсудить, но я всегда молчу. Я такой молчун страшный, я все обиды себе затаю, 600 раз у себя в голове их распределю, разовью. Это плохо, надо говорить лучше. И я это понимаю, но я всегда молчу, поэтому да. В принципе, по моей жизни я общаюсь с девочками больше. Девочками. Насчет, я бы не сказала просто, что я верю в дружбу между девочкой и мальчиком. Мне кажется, что в конечном итоге это даже, может быть, пройти несколько лет, но все равно это может вылиться в какие-то чувства, кто-то кому-то признается. И все равно, мне кажется, парень на тебя будет смотреть как потенциальную это жертву. Не жертву, да, партнершу. Как потенциального человека по жизни. И он будет явно в тебе видеть больше, чем просто какого-то подругу. Ну, согласись, просто как мужчина смотрит на женщину, это же всегда более какие-то критерии красоты, фигуры и так далее. Это не совсем те критерии, как ты оцениваешь друга. Это уже именно как партнера. Поэтому скорее я выберу девушек, просто потому что с парнями как-то дружить не всегда получается. Это может продлиться долго, но в конце концов кто-то кому-то признается, и это может разрушить все эти года дружбы. И то, потому что я не знаю, со всеми нужно общаться, мне не надо переваливать. Ты если очень много с мальчиками общаешься, ты как-то перенимаешь от них привычки, ты все равно стараешься, все равно как-то перегибаешься на сторону, поэтому надо искать баланс. Надо, чтобы 1-1 был, либо 2-2. Ну, whatever. Вы поняли. Не делайте так, как я. Разговаривайте и говорите, что вам не нравится. Не молчите, как я. Я всегда молчу, это плохо, мне обидно всегда. Мне если обидно, я буду сеть вот это варить долго. А вы не молчите и не варите. Лингвист. Я, кстати, на журналистику хочу пойти.
Не знали, я вам так и напишу в статье. Туда ходить, сюда не ходить. Нет, правда, говорите, если вам что-то не устраивает. Это очень важно. Иначе вы становитесь черствым потом. И безразличным. А таким не нужно становиться. Нужно быть добрым. Поэтому говорите, вас услышат. Слова имеют очень большой вес. Общайтесь, любите, как Ольга Бузова. Вот это вот. Живите. Общий комментарий, наверное, то, что жизнь одна, отдыхай сполна, наслаждайся, общайся. Очень круто заводить новых друзей, знакомиться с новыми людьми, пробовать себя в чем-то новом и уметь коммуницировать, коммуницировать. И раскачивая этот навык, вы сможете очень многого добиться в жизни и просто решать все ваши вопросы. Все будет прекрасно, умейте разговаривать, находить общие темы. И все будет очень интересно. Было Просто скажи цитатами. Цитату скажи и потом уходи отсюда. Да. Цитата для этого прекрасного выпуска. Рандомная цитата. Если я буду таким, как все, то кто будет таким, как я? В общем и целом, это был наш такой экспериментальный, экстремальный выпуск. А здесь как раз-таки момент, где мы с вами прощаемся. Говорим вам огромное спасибо. Чмоки в щеки и в пузике. Спасибо большое за ваш просмотр, за ваше время. Пожалуйста, подписывайтесь, пишите ваши идеи в комментариях. Мы читаем все. Всех любим, обнимаем. До скорой встречи.